Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге собрал игровые мышки, которые можно купить в 2025 году, имея в кармане бюджет до 2000 рублей. Ничего сокрушительного за такие деньги нас не ждет, но по итогу просмотра вы сможете выбрать для себя пару ультрабюджетных грызунов и приобрести что-то хотя бы немного вразумительное для любительского гейминга. Это будет всяко лучше, чем то, что продается в Переходе или каком-нибудь случайном магазине техники. Для рейтинга я нашел варианты с разными сенсорами, подсветкой, эргономикой, весом и даже беспроводным подключением. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начинаем рейтинг с Red Dragon Griffin. Очень простая мышь с сенсором PixArt 3050, бюджетный, понятный датчик с максимальным разрешением 7200 dpi. Его хватит для казуальных игр, RPG, стратегий и шутеров на любительском уровне. Срыв встречается только при резких движениях именно на высоком DPI. На обычном разрешении в несколько тысяч точек на дюйм никаких проблем, только водите мышкой по ковру, а не по голому столу. И все движения будут четко регистрироваться. Выглядит мышь надежной и крепкой по первому впечатлению, но первое, что отталкивает, резиновый кабель с подключением с USB на конце. Уж больно дубовый он без тканевой оплетки. Но жалоб со стороны владельцев нет, не обрывается, со временем становится мягче, поэтому серьезным косяком можно не считать. На корпусе есть простая RGB подсветка, которую заценит ребенок-подросток. Если вам такое не интересно, можно отключить. Из нюансов. Боковые кнопки нажимаются с разным усилием, это ощущается. Плюс, если сильно нажать на левую часть корпуса, можно случайно активировать боковую кнопку. Хотя в обычной игре или работе это вряд ли будет мешать. Но в целом собрана мышка неплохо, форма у нее удобная, особенно для правшей. По эргономике Red Dragon Griffin хорошо подходит для любого хвата и почти для всех размеров рук. Только если у вас маленькая рука и вы привыкли держать мышку когтевым хватом или только кончиками пальцев, она может показаться великоватой. Зато для средней и крупной ладони самое то. При весе в 104 грамма управлять удобно, до каждой из 8 кнопок удобно дотянуться, из рук мышь не выскальзывает. Четвертое место занимает Defender Pandora GM502. Внутри стоит сенсор, название которого производитель не раскрывает. Но по косвенным характеристикам и поведению он близок к PixArt PMW3325. Это не топ, но для игр типа шутеров, моб и RPG вполне годный. Ловит хорошо, срывов при обычной игре нет, только на высоком DPI может где-то упустить. Для киберспортивного уровня этого все равно недостаточно, а для любительских каток и повседневной работы отлично. Главное отличие этой мыши – беспроводной режим. Подключается по Wi-Fi передатчику, который идет в комплекте. И в таком режиме мышь работает стабильно, лагов или повышенной задержки не замечено. Если батарея разрядится, можно воткнуть кабель и продолжить играть. Причем кабель в тканевой оплетке, мягкий, не мешает. По автономности у некоторых пользователей мышь держится до 25 часов. Но если отключить RGB подсветку, может продержаться и дольше. То есть часто сидеть на зарядке не придется, может быть пару-тройку раз в месяц в зависимости от вашего ритма игры. У этой мыши форма симметричная, но боковые кнопки только слева, так что по факту заточена под правшей. Удобно для ладонного хвата, весит 100 грамм, так что рука особо не устает. Для маленькой руки, возможно, будет чуть крупновато, но средняя и крупная рука ложится идеально. Третье место занимает Thunder Robot ML201. Мышь для тех, кто ищет долгую автономность и двойной режим подключения. Внутри стоит сенсор PixArt PAW3212. Довольно простой, но стабильный для игр начального и среднего уровня. DPI до 2400 точек, не космос, но для RPG, шутеров и работы вполне хватает. Ее сенсор не срывается на тканевых ковриках, если не дергать мышь слишком резко, так что для спокойной и средней динамики игр норм. Главный козырь ML201 – автономность. Мышь способна проработать до 340 часов без подсветки и до 160 часов с подсветкой. Это серьезный плюс, если надоело постоянно заряжать мышку. Причем это в разы больше, чем у большинства конкурентов в этом ценовом сегменте.
и даже в мышках дороже. А если батарея вдруг разрядится, просто подключаете кабель и продолжаете играть. Только учитывайте, что такую автономность обеспечивает не аккумулятор, а обычная батарейка типа 2А. Поэтому держите на вооружении парочку таких, в комплекте батарейки нет. По эргономике форма универсальная, симметричная, но боковые кнопки расположены только с одной стороны, так что удобнее для правшей. Ее вес 96 грамм, не тяжелая, в руке сидит удобно, подойдет для средних и крупных ладоней, особенно для хвата ладонь или коготь. Корпус с софт-тач покрытием, прочный, собран хорошо, скриптов и люфтов нет. Кнопки с приятным откликом, клик четкий. Подсветка RGB с простыми эффектами, на любителя, но можно отключить, чтобы сэкономить батарею. Кабель мягкий, в тканевой оплетке. На второй строчке Razer DeathEdo Essential. Легенда бюджетного сегмента. Это одна из тех мышек, которая уже повидала виды, но до сих пор живее всех живых. И с годами не потеряла актуальности, а даже наоборот претендует на эталон среди недорогих мышек с хорошей эргономикой. Хоть и не без косяков, конечно. Форма у нее почти универсальная, подходит и под ладонный, и под когтевой, и под пальцевый хват. Весит 96 граммов, что не так уж мало, но не так уж и много, чтобы быстро уставать. А благодаря боковым резиновым вставкам мышь сидит в руке надежно и не скользит, даже если рука устала или вспотела в разгар катки. Здесь установлен достойный сенсор Pixar 3328, который в Razer называют своим фирменным 4G. Это стабильный сенсор, отлично отрабатывающий движения. Лучше не использовать мышку на стекле или глянцевом столе, без коврика возможны срывы. А по нормальной поверхности все работает четко. По кнопкам тут без излишеств, всего 5 штук. Отдельной кнопки для смены DPI нет, что немного расстраивает. То есть, если вы часто меняете чувствительность, придется делать это через софт. Но если привыкли выставить один раз и не трогать, то особых проблем не будет. Сборка у мышки добротная, пластик крепкий, нажимается все приятно, ничего не скрипит, но у DeathEdo Essential есть один косяк, про который стоит знать – колесико прокрутки. Оно по отзывам иногда начинает глючить, то не прокручивается, то срабатывает рывками. У кого-то колесо живет годами, у кого-то сыпется через пару месяцев, это как повезет. Конечно, есть гарантия, и в случае чего можно вернуть или обменять. Но если брать эту мышку, лучше понимать возможный риск. На первое место поставил Logitech G102 Lightsync. Если вы хоть раз гуглили бюджетная игровая мышь, то наверняка уже видели ее везде, где только можно. Раньше у этой модели, как и у Razer DeathEdo Essential, были жалобы на дабл-клик и поломку колеса. Но со временем Logitech поработали над качеством, поэтому сейчас таких жалоб стало значительно меньше. Так что G102 уже не та лотерея, что была раньше. Сенсор внутри стоит фирменный Mercury. Пусть он и не топовый, но для игр на любительском уровне выше крыши. Работает точно, без срывов, задержек и прочих сюрпризов. А диапазон DPI до 8000 больше, чем нужно большинству. У нее простая форма, классическая, без вычурных изгибов и лишних деталей. Это как универсальный рецепт, подходит практически под любую ладонь и любой хват, особенно если рука небольшая или средняя. Для большой ладони, правда, корпус может быть маловат, учтите, если у вас лапа медведя. Еще выделились цвета корпуса. Тут Logitech решили разгуляться, помимо стандартного черного есть белая, сиреневая и даже голубая версии. Если надоело покупать только черную периферию, вот вам свежий глоток цвета на рабочий стол. Да и про подсветку тоже нельзя молчать, светится и логотип, и юбка по низу. Причем все это можно настроить в фирменной программе Logitech G-Hub. Хотите, чтобы пульсировало? Пожалуйста. Хотите, чтобы радужным градиентом переливалось? Тоже может. По кнопкам все просто и понятно. Две боковые, основная пара, колесико и одна для переключения DPI сверху. Минимум, но все необходимое на месте. Мышь не скрипит, не люфтит и в руке ощущается приятно. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.